Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Руслан, привет. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, рады вас безумно видеть. Во-первых, хочу сказать спасибо и от нас, от всех зрителей, за то, что вы с трибуны Мосгордумы говорите про людей, которые задержаны, про простых москвичей. И хочется начать с вопроса, который мы сегодня задаем и нашим зрителям в нашем опросе, и вам, как представителю Московской городской думы, да, как представителю интересов москвичей. Мы видим в регионах огромную агитацию этой войны или спецоперации, наверное, да, как вам сейчас удобно буду говорить, находясь в России. Буква Z повсюду, буква В, разжигание войны, ненависти к соседнему государству. Мы видим, как с этим дела обстоят ситуации в Москве. То есть московские власти, Собянин, мэрия, насколько они агитируют, насколько в городе видно происходящее вообще, насколько в Москве заметно 46-й день войны. В Москве незаметно практически. Мы видим, сразу что догонку, а с чем это власти... связано? С чем это связано? Ну, понятно, он всегда стремится дистанцироваться от таких внешнеполитических каких-то таких действий, которые, видимо, он считает, что для него могут быть санкционными. Но вместе с тем, например, в Московской области мы видим там вот прям кругом реклама. Вот стоит МКАД переехать, везде на счетах, везде буква Z. То есть там вот, видимо, то есть подмосковные власти, они вот полностью в эту рекламу ударились. Скажите, Евгений, вот вам лично, я думаю, как бы так аккуратно задать вопрос, вам лично поступают какие-то угрозы за вашу позицию? Конечно, мы выражаем вам огромный респект за то, что вы не боитесь говорить про эту войну. Угрожают ли вам за то, что вы честно говорите, как вы относитесь к войне? Ну, честно говоря, угрозы, они же, если ты как бы в принципе оппозиционную какую-то деятельность осуществляешь, более-менее на виду, да, угрозы они всегда какие-то есть. То есть, насколько они сейчас стали более серьезными, трудно судить. Ну, например, у меня был, ну и сейчас есть, наверное, да, избиратель, скажем, который меня всегда благодарил за мою деятельность на районе по защите экологии, там, за другие вещи. Сейчас он мне вдруг написал, что, слушай, там, с оскорблениями, от тебя не ожидал, я на тебя написал в какое-то там управление ФСБ, у меня там знакомые тобой сейчас займутся. То есть, ну, это не единый такой случай, к сожалению. То есть люди, которые, в принципе, поддерживали меня там в борьбе с чиновниками, с властью за чистый воздух, то есть они понимали, что наша власть, она уничтожает у нас экологию в стране. Это основная моя повестка была, скажем так, в моем избирательном округе, ну и в целом, наверное, деятельности. И все, чиновники, они такие нечеловечные, в общем, они неправовые решения в угоду там каким-то корыстным интересам, в угоду олигархам принимают. А сейчас у них вдруг система ценностей поменялась, вдруг они посчитали, что чиновники сейчас должны вот как-то все сплотиться и резко начать работать в пользу народа. Вот те же самые чиновники, они вот ровно 24 февраля должны поменять свое мировоззрение и перестать воровать, перестать обогащаться за счет пенсионеров, за счет людей трудящихся, да, обычно, которые за копейки там пашут. И все, они сейчас вот должны все ради народа делать. Да нет, конечно, более того, друзья, просто чтобы все понимали, к чему привела эта спецоперация. Сейчас не будем говорить там успешно она, неуспешно, там, про вооруженные силы не будем еще. Говорим про гражданских чиновников. Например, 12 марта был приказ главгосэкспертизы, и теперь в России можно строить здания без расчета прогрессирующего обрушения зданий. Это вот ключевое, что вы понимаете, можно не строить, то есть не делать прогноза, как когда-то здание может выйти из строя. То есть можно вообще все что угодно строить. Просто рухлядь строить и загонять в эти реновационные дома людей. Понимаете? Это опасно для жизни, просто для гражданской обычной жизни. И это сделано под шумок того, что внимание общества полностью отвлечено на спецоперацию. Далее, Госдума приняла закон сейчас. Органам государственной власти сейчас разрешено отменять публичные слушания государственной власти субъекта. И вот та самая Московская область, которая везде букву Z нарисовала, она первая отменила вот эти самые публичные слушания. То есть теперь, когда у вас под окном захотят сделать свалку, вас никто не спросит про это. Просто, если раньше хотя бы, пусть они усеченные, пусть там такие
плохие там, да, там процедура ненародная, скажем так, там, да, была. Туда нагоняли людей разных, а сейчас и даже этого нет, вообще ничего нет. Просто вы придете, и у вас свалка под окном. Скажут, что законно. Все, теперь все по закону. Ну вот, война все спишет, называется. Евгений, а вопрос про людей, которые выходят на антивоенные акции, которых массово задерживают в Москве, в частности, да, и в других регионах России. Вообще, насколько сейчас реально в Москве организовать акцию протеста, встать в одиночный пикет, провести какой-то митинг согласованный? Вот сейчас в Москве 2022 года это вообще возможно? Это вообще реалистичный сценарий? Ну нет, конечно. Это, такое даже представить себе нельзя. Но, конечно, когда выходят там, грубо говоря, инвалиды с каким-то одиночным пикетом по какой-то узкой социальной тематике, но вот тут как бы и то я смотрю, что уже сомневается. Если раньше, то есть, никогда на таких людей внимания не обращали, то есть, ну, пикетирует и пикетирует человек, да, то есть, полиция мимо проходит. Сейчас нет, сейчас уже подходят, расспрашивают, что ты тут стоишь, уже с подозрением. Может, кого-то и задержали, просто, ну, тоже не про всех знаем. А так все это ну, полностью исключено, хотя это незаконно. То есть у нас вот единственное ограничение, ковид, которое осталось сейчас в Москве, это митинги. То есть все можно, битком можно в метро ездить, куда угодно ходить, что угодно делать, в кабаки, там куда угодно. Но на митинг нельзя на свежем воздухе. Там ковид свирепствует просто, по мнению властей. Ну, очевидно, что это исключительно в политических целях делается, чтобы нам не дать возможности выразить легально свою как бы какую-то точку зрения. Ну, сейчас так, к сожалению, да. Евгений, а это в ситуации с Москвой, это решение московской мэрии или это спущенная там, на ваш взгляд, или это спущенная с федерального центра позиция разгонять любые акции антивоенные, политические, оппозиционные? Это Собянин делает или это администрация президента? Ну, смотрите, митинги запрещены. Это будет удивительно, да, то есть конституционное право, вроде бы, наше собираться мирно без оружия, и вот это право по факту отменено уже 2 года в Москве. Официально указом мэра. Угу. То есть, конечно, это было решение, я думаю, в любом случае федерального центра, но вот юридически оно конституционное наше право, конституция, оно и в прежней конституции, и в обнуленной, ну, мэр взял и отменил Конституцию. Мэр. Вот такая законность сейчас в России. Евгений, И по регионам, ну, насколько мне известно, почти везде так. Какие-то, ну, вот редкие регионы позволяют себе там где-то в гайд-парках собираться, ну, в загончиках таких, да, где там 500 человек можно собрать максимум. Но это и то было до спецоперации, после спецоперации уже ничего. А у нас сегодня через эфир проходит опрос вот людей на вот эту самую Z-агитацию сгоняют насильно или это добровольно. По вашим ощущениям, по большей части это происходит как? Людям там дают какие-то 200 рублей, чтобы они вышли? Или не выйдешь, будешь уволен? Ну, давайте так, скажем-то, в Москве этого нет. Да, я помню, говорю. Ну, ни в школах, ни в садиках, я много с кем здесь общаюсь, да, этого нет. То есть Москва тут пытается, понимая, что люди здесь во многом настроены, скажем так, гуманистически, да, и по отношению к власти оппозиционно. Поэтому здесь этого нет. Что касается регионов, ну, сейчас много людей, которые действительно, особенно вот в регионах именно, которые смотрят пропаганду, они верят этой пропаганде. И где-то, может быть, даже и не возражают там поучаствовать в каких-то таких акциях. Мы видим, особенно вот опять же в регионах, букву Z там на грязных багажниках рисуют. Ну, то есть людей заставлять не надо, некоторых. Ну, и обвинять их в этом тоже нельзя, потому что если у людей ограниченные возможности в получении информации, они вот получают это, и они же рассчитывали, что со спецоперацией действительно что-то изменится во внутренней политике. То есть реально, ну, раз пропаганда нам это рисует как военное время, что мы все должны сплотиться. Но люди и ждут, что действительно сейчас все сплотятся, в первую очередь чиновники, в первую очередь власть развернется к народу. Люди все еще этого ждут. И уже сейчас многие понимают, что почему-то не так происходит-то. Почему-то, наоборот, все хуже становится отношения с властью-то.
Евгений, напоследок вопрос. У нас уже следующий гость готовится выйти в эфир. Хочется вас такой короткий ваш, не то чтобы прогноз дело неблагодарное. Ваша оценка вот будущего. Какой выход из этого политического кризиса и, самое главное, экономического, в который сейчас Россия попала в связи с агрессивными действиями? Друзья, смотрите, в России сейчас критиковать спецоперацию очень опасно, да, мы все это понимаем, как бы даже просто отношение к ней выражать. Хотя я отношения своего не скрываю, считаю, что народам России и Украины нужен мир, и мир немедленный, чтобы просто в первую очередь спасти жизни людей и с той и с другой стороны. Но основное, что мы сейчас можем делать, мы не можем выйти на улицу, что-то на легальный там или на какой-то другой митинг. Ну, это просто бесперспективно сейчас. Но мы можем помогать рабочим, которых сокращают. Мы можем юридически, то, что мы сейчас этим занимаемся, соответственно, консультируем рабочие коллективы. Они уже все понимают, они еще надеются, что как-то пронесет. Но уже все понимают, что их коснется вот эти вещи. И с этим надо работать. Вот, например, мне там уже обратились водители скорой помощи, там, фармацевты из аптек обращаются, рабочие из заводов. Всех начинает касаться вот это сокращение. Надо объединяться в профсоюзы и требовать от государства выделения помощи. Раз государство не может отменить санкции, а это абсолютно законное требование отмены санкций, абсолютно законное. Это у нас запрещено как бы уголовным кодексом сейчас требовать санкций. Но чтобы народу стало жить легче, надо требовать отмены санкций. Ну а как Путин или там правительство будут добиваться этой отмены санкций? Это их проблемы. Они за это деньги получают. Они с этого получают зарплату с наших налогов. И раз это они допустили введение этих санкций, это их просчет. Это значит, они некомпетентны. Наша задача требовать отмены санкций и требовать денег из ФНБ. В ФНБ, по крайней мере, декларируется так, что там еще 12 триллионов. 1 триллион оттуда уже забрали на поддержку пострадавшим от санкций. Еще 12. Поддерживайте людей. Сохраните им зарплаты на прежнем уровне. Не выпускайте их в простой. Давайте вот это требовать. Не будут требовать, пусть отчитаются, что с ФНБ. Спасибо Спасибо большое. Евгений Ступину. Да, большое спасибо, что были в нашем эфире.